Дочь, хочу пить. Вот, держи твоя дочь, как мы и договаривались. Вот она твоя, аккуратно. Дочь, люблю пить. Так, это все, мы договорились. Теперь ты станешь грезящей. Молчание — знак согласия. Радуйся своей дочери, пока можешь. Здорово. Привет, как жизнь? Дочь, люблю пить. Отлично. Вот пришла посмотреть, какая красавица у вас получилась. Защитницей будет. Не думал, что тебе настолько интересно. Ну, знаешь, все еще удивительно, как ты согласился на ее условия и, ну, как у вас вообще получилось это. Я крутой. И ты этим гордишься, серьезно? Будет что страже рассказывать, как бледный король совокупился с огромной опасной королевой пауков ради защиты королевства. Как будто мне это интересно. Ну и тварь же ты. Ты это, базар-то фильтруй. Ты хоть и король, но в этом месте тебе не рады. Пару укусов, и от короля останутся только части от вилки, если ты понимаешь, о чем я. Очень смешно. Вот и не выпендривайся. Ладно, пока я не ушел. Ты уже определилась, как назовешь свою дочь? Вот мне, кстати, тоже интересно. Я назову ее Хорнет. Что ты на меня смотришь? Подожди, я правильно сейчас услышал? Она назвала ее Хорнет? Да, она назвала ее именно так. Хорнет, люблю пить. Да, почему? Она паук, а это имя, ну, как бы схоже с шершнем. Почему нельзя назвать по-другому, там, Арахна или Ариадна, чтоб по мифологии? Какой ты все-таки нудный. Что ты опять смотришь? Не, знаете что? К черту это место, с такими успехами королевству точно. Хорнет, люблю пить. Пиздец. Здорово. Скажу сразу, тема для ролика может быть глупая, несусветная, но глупая, не глупая, я бы тогда про это видео не делал. Значит, я нашел что-то интересное? Наверное. Для тех, кто не видел давний ролик, полностью посвященный Хорнет, это повод его пересмотреть, посмотреть или забить хер. Если вы относитесь к третьему типу, знайте, я вас презираю, но все равно люблю. Дочь бледного короля и херы зверя, защитница Холлоунеста Хорнет, миледи, физическая похожая на паука и умеющая обращаться с иглой и нитями. А также та, чье имя не вызовет никаких вопросов у нормального человека. Ну, назвали ее так и назвали, что тут такого? Какие тут могут быть теории? Имя подходит к персонажу, да и бог с этим. Но вспоминаем, что у разработчиков давным-давно была ранее концепция, что Хорнет — это дитя трех королев. Рождена Херой, воспитана Белой Леди и обучена Веспой. Последняя же и поймала меня на мысли, что имя у нашей героини может быть такой неспроста. Можно сказать, что оно как-то связано с королевой Улья. Может, как раз таки она и предложила такое имя Хере? Ой, не. Потому что об этом нигде не сказано. Да и я сомневаюсь, что Хера позволила бы кому-нибудь участвовать в воспитании ее дочки, учитывая, как сильно она ею дорожит. Окей, с этим разобрались. Есть ли другие варианты? Есть сравнение имен, как, например, Хера и Хегемол. Оба начинаются на букву H, да и к тому же у Херы изначально должно было быть такое имя, пока оно не было присвоено одному из 5 великих рыцарей. Имена Хорнет и Хера также начинаются на букву H, состоят из 6 букв и 2 слогов. Это я клоню к тому, что со стороны Херы само имя подобрано очень удобно. Окончание имени заканчивается на ЕТ, как, например, Джульетта или Харриет, что дополнительно подчеркивает женскую изюминку для имени. Есть даже предположение, что игла Хорнет остра, как жало шершня. Ну то есть, что она как паук может по воздуху летать с помощью иглы и ниток, что она как шершень могла бы это делать. Связь не находите? Ну и молодцы, я, честно говоря, тоже. Я уж думал, что край абсурда в этой теме уже достигнут. Даже пошутил в голове про затрагивание мифологии. И знаете что? Лучше бы я не шутил. Если на минутку задуматься, как в теории могли бы по-другому назвать Хорнет, чтобы имя более-менее напоминало натуру пауков, не забыв сюда приписать связь с божеством. И на самом деле такие кандидаты есть. На полном серьезе. Первый кандидат — это Арахна. Женщина, превратившаяся в паука и в честь которой были названы паукообразные. А вторая девица — Ариадна, известная тем, что нашла выход из лабиринта с помощью нити. Так вот получается, что одна прям полноценный паук, что может быть хорошим поводом назвать так дитя, а другая использует нити, подобно тому, как Хорнет использует шелк. Ну или же просто это имя понравилось разработчикам, и они решили его оставить без серьезных на то причин. Буду я по всякой глупости аж до греческой мифологии прыгать в игре про жуков.